Мне очень много приходится по постсоветскому пространству работать, практически во всех странах в той или иной мере я, так сказать, или имел или длительные проекты, или более короткие. Вот только что вернулся из Южной Осетии, там где там скоро выборы, там 2-8 апреля. Вот. Но с Киргизией получилось так, что, и вообще с Центральной Азией получилось так, что я там зацепился за несколько раз за достаточно длительные проекты. В Киргизии я работал по несколько месяцев, несколько раз, там до полугода даже находился, и был в том числе и в 2005 году присутствовал, и в 2010, вот на всех этих событиях, да, и в 2011, так сказать, так уж получилось. Я в целом согласен, что большинство наших проблем, конечно, они в таком вот, если такой в не очень долгой ретроспективе рассматривать, конечно, они идут от распада Советского Союза, который стал катастрофой геополитического масштаба. Распад Союза был геополитической катастрофой, повлиявшей на расклад сил вообще во всем мире, и мне кажется, запустившей в том числе большое количество деструктивных процессов, которые до сих пор, между прочим, обуздать многие не могут, потому что, если вы помните, в 80-х годах и в начале 90-х было очень много разговоров о том, что наконец-то биполярный мир развалился, и теперь, так сказать, планета заживет счастливо. Зажила? Нет, не зажила, не заживет, так сказать. Да наоборот, было запущено огромное количество процессов, которые хаотизируют все, что происходит в мире, да, количество локальных войн стало больше, и, так сказать, к лучшему, к сожалению, пока так сказать, тенденции не наблюдается. Я думаю, регион стал заложником двух перекрещивающихся, при этом достаточно деструктивных, ну, по крайней мере, так скажем, так, спорных процессов. С одной стороны, это та глобализация, которой господин Князев упоминал, да, вот попытка такого ускоренного внедрения там, демократизации, там, каких-то либеральных норм, совершенно не присущих там, местному менталитету, мировоззрению и прочее, прочее. А с другой стороны, архаизация. Многие государства Центральной Азии, точнее все, мне кажется, после распада Советского Союза вернулись не к досоветскому, а к дороссийскому методу, так сказать, да, и модели жизни. К той модели жизни, которая была еще до прихода русских в этот регион. Это в значительной степени как бы реконструкция полуфеодальных или феодальных отношений в обществе и механизмов реализации политической власти. При этом этот процесс достаточно причудливо наслоился на внедряемую, так сказать, практически насильно шапку таких вот формально-демократических политических процедур. То есть сама, так сказать, вот сама ткань процесса, она на самом деле стала почти феодальной, дороссийской, да, а шапка сверху, да, которую насаждают в том числе насильно, она вот имитирует некие, так сказать, скажем так, западные либеральные подходы к политической действительности. В итоге получается, что и без того сложная ситуация, вызванная распадом большого государства, она усугубляется конфликтом вот этих вот двух процессов, которые в определенной степени они разнонаправлены, но при этом и тот, и другой работают на дестабилизацию и разрушение, так сказать, действительности, имеющей место быть. Некоторых, как Казахстан, спасает нефть с газом. Да? Есть вот, так сказать, ресурсы дают деньги, деньги дают возможность стабилизировать ситуацию. Да? Деньги дают возможность стабилизировать ситуацию и как-то ее форматировать там, на какую-то краткосрочную перспективу. Но в целом, для Казахстана это тоже касается. И третье, тоже о чем господин Князев говорил, я тоже считаю, что на самом деле, но не только потому, что в связи с распадом Советского Союза, но и просто по исторической логике, на самом деле в Центральной Азии, в постсоветской Средней Азии нету и не было сложившейся и устойчивой государственности. Потому что та мифология, которую сейчас, так сказать, внедряют там, в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, это одно. А действительность это другое. Вот крепких, сложившихся государств исторических, да, так сказать, там не было никогда. Я не буду брать там отдельные, так сказать, вот, примеры там ханств на территории Узбекистана и прочее. Но это был сложный процесс. Они не этнические, во-первых, да. Не совпадающие географически. Да, то есть вот таких государств в современном их понимании там просто никогда не было. Их просто не было. Поэтому говорить о том, что вот возродилась, например, скажем, такая-то государственность, или как там в Казахстане сейчас вот это вот развивается идея о том, что вот была там великая казахская степь, которая была чуть ли не там, мировой империей. Вот сейчас вот она, так сказать, наконец опять, так сказать, реинкарнировалась. Но отчасти, может быть, где-то, да, но в общем, на самом деле это государство, образующее миф, и не более того. А мифы, они имеют свойство, сталкиваясь с реальностью, рассыпаться. Поэтому как бы ближайший айсберг, да, и этот Титаник, я имею в виду не Казахстан, а имею в виду, так сказать, имею в виду Центральную Азию в целом, может получить серьезную пробоину. Учитывая то, что и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Таджикистане
у власти находятся лидеры, срок, так сказать, власти которых приближается к концу, мы можем, например, лет через 5-10, а может быть и раньше, столкнуться с ситуацией, когда одновременное обрушение имеющихся систем власти в этих странах вызовет тяжелейший кризис в регионе в целом. 2005 год был переломным для Киргизии, это совершенно так. Я думаю, что Акаеву удалось отчасти законсервировать такую позднесоветскую и постсоветскую действительность с поправкой на возвращение вот этого, так сказать, традиционного механизма реализации политической власти, но то, что произошло в 2005 году, фактически выпустило джина из бутылки. Остатки государственности были сметены, фактически переворотом, да. Конечно, никакой революции там речи не идет, но даже если вспомнить советскую школу, революция – это как минимум смена общественно-политической формации. В этом смысле август 91 года можно назвать революцией. Да? Все остальное, что происходило на постсоветском пространстве, революциями не является, в том числе то, что было в Киргизии. Это переворот. Так сказать, одна группа там, элиты отнимает власть у другой. Но проблема вот в чем. Проблема в том, что в этот момент, мне кажется, вот выпустили джин из бутылки, и была запущена вот этот процесс такой вот площадной, так сказать, охлократии, да, вот, хаотизации, так сказать, всего политического процесса. Когда действительно каждый понял, что можно просто, заплатив небольшие достаточно деньги, вывести на улицу 3-5 тысяч человек и устроить по любому совершенно поводу революцию или переворот. Или вообще, так сказать, вот моего родственника сняли с должности акима района, я вывожу людей, перекрываю трассу и говорю, что демократия ущемляется. Вот нет демократии, и все. Вот это и есть, на самом деле, квинтэссенция тех процессов, которые сейчас там запущены. И Бакиев, кстати говоря, сам пал жертвой вот того самого процесса, который он запустил. Когда на самом деле действительно стало ясно, что, так сказать, преград никаких особых нету, вбрасывание достаточно небольших денег может решить вопросы вплоть до, так сказать, получения государственной власти. А результат-то какой? Результат такой, что значительное, то есть катастрофическое падение уровня доверия населения к власти, катастрофический уровень падения, так сказать, профессионализма и эффективности самой власти, и абсолютно непредсказуемость процессов. И при этом, естественно, такая система становится невероятно подверженной внешнему влиянию. И от того, так сказать, еще дополнительно более нестабильной. И когда эта ситуация закончится, неизвестно, потому что мне не кажется, что сейчас, так сказать, Атамбаеву удалось каким-то образом, так сказать, эту ситуацию устаканить. Да? Он на самом деле подвержен все тем же самым опасностям. Вот этой псевдо-борьбы за демократию. Разговоры о том, что вот это настоящая демократия, ну, если настоящая демократия это разрушение, то да, это настоящая демократия. Торопиться в деле интеграции не стоит. Эти шаги должны быть продуманными. Я думаю, что вектор действительно правильный, тем не менее эти шаги должны быть продуманы, в том числе для того, чтобы минимизировать риски, и для того, чтобы потенциальные кандидаты почувствовали цену этого вступления. А у нас часто получается так, что, так сказать, все, что мы получаем от России, ну это как бы вот само собой разумеется, вы и так нам были это должны, даже с процентами, а вот и нет. Ситуация, так сказать, изменилась. Поэтому, чтобы почувствовать цену, так сказать, вот этих вещей, я думаю, что торопиться с этими вещами не стоит.